жареный тофу. Давно не было на канале видеорецептов с этим ингредиентом, с очень мной любимым ингредиентом. Очень долго я его не могла купить, и вот наконец-таки вот оно счастье. Сегодня приобрела аж целый килограмм. И будем мы его готовить в жареном виде с овощами, конкретнее с грибами. Где можно купить свежий тофу в Тбилиси, вот обратите внимание, здесь ссылка на вегетарианское кафе, на их инстаграм, где можно посмотреть адрес и узнать другие вещи, сколько стоит и что и как. Мы вынимаем тофу из контейнера и кладем на кухонное бумажное полотенце. Также мы должны подсушить тофу тем же самым бумажным полотенцем, удалив с него лишнюю жидкость. У меня здесь тофу в объеме 1 килограмма. Нам сегодня потребуется тофу. Вы знаете, что тофу это соевый творог в объеме полкило, в объеме 500 грамм. Другие же 500 грамм я кладу обратно в контейнер. Как хранить тофу? Его нужно хранить в стеклянном или пластиковом контейнере, залив его водой. И если хотите увидеть следующий рецепт с тофу, то подписывайтесь на канал и ничего не пропустите. Далее, что мы делаем? Нарезаем тофу кубиками одинакового размера. Вы можете сделать это любым удобным для вас способом. Тофу, оно хоть и упругое, но достаточно нежный продукт, так что будьте с ним аккуратны, не давите, чтобы не поломать. Не делайте кубики слишком большими и в то же время не делайте их слишком маленькими. Нарежьте с кусками среднего размера. Также нам потребуются следующие овощи: шампиньоны 5 штук, 1 зеленый перец чили и 1 красный перец чили. От грибов, точнее, нам понадобятся только шапки, просто так выглядит гораздо красивее. Если не гонитесь за эстетикой, то можно и ножки тоже нарезать и употребить. Что мы делаем с грибными шапками? Мы разрезаем их на 4 части. Советую выбирать не слишком объемные шапки, чтобы грибы успели приготовиться за то время, которое будет отведено на приготовление блюда. Зеленый и красный перец чили мы нарезаем вот таким вот образом, то есть достаточно мелко. То есть мы разрезаем сам перец вдоль. Можно вынуть из него семена, а можно и не вынимать. Далее мы нагреваем сковороду с растительным маслом для жарки, с достаточно большим количеством растительного масла для жарки. Как только масло хорошо нагрелось, оно должно быть нагретым, чтобы тофу его не впитало в себя, то мы закладываем уже подготовленный нарезанный тофу. Когда тофу поджарится с одной стороны, мы переворачиваем его на другую сторону. Удобнее всего делать это азиатскими палочками или щипцами. Жарим тофу на среднем огне. Мы должны периодически переворачивать тофу со стороны на сторону, чтобы обжарить его со всех сторон. И жарим его до золотисто-коричневого цвета, чтобы оно немного уплотнилось такой некоторой корочкой. Затем мы снимаем тофу и кладем его на железное сито, чтобы с него стекли излишки масла. Затем заново нагреваем сковороду и заливаем растительное масло уже в объеме 2 столовых ложек. Закладываем молотый чеснок в объеме 1 столовой ложки и жарим на среднем огне, все время помешивая до явного запаха чеснока. И после этого добавляем соевый соус в объеме 3 столовых ложек. И затем добавляем сироп. Я использую сироп агавы. В Корее используют в основном кукурузный сироп, и он нам потребуется в объеме 3 столовых ложек. Нет сиропа, замените на сахар. Мы это все хорошо перемешиваем и должны будем довести соус до кипения. Когда соус закипит, то мы закладываем тофу.
Хорошо перемешиваем тофу с соусом. Продолжаем поддерживать средний огонь, но ближе к тихому. Затем закладываем грибы. И опять все хорошо перемешиваем с соусом. Когда мы все хорошо перемешали и соус равномерно распределился, можно заложить уже подготовленный и нарезанный перцы чили. И опять все хорошо перемешать. Грибы должны дать небольшое количество жидкости. Тогда мы добавляем немного черного молотого перца, все хорошо перемешиваем и заранее подготавливаем крахмальную воду, куда входит крахмал 1 столовая ложка, кукурузный или картофельный и вода 2 столовые ложки. Нужно будет немного размешать, потому что за время это могло застыть. Размешиваем и заливаем. И все хорошо перемешиваем, чтобы наш соус, можно так сказать, зажелировался. И затем добавляем, все хорошо перемешав, кунжутное масло 1 столовую ложку. Опять все хорошо перемешиваем. И далее добавляем обжаренные кунжутные семена в объеме пол столовой ложки. Все это опять хорошо перемешиваем и все, снимаем с огня. Наше блюдо готово. Перед подачей к столу можно еще раз посыпать сверху обжаренными кунжутными семенами. Блюдо едят в теплом виде. И вкуснее всего есть его, конечно, с отварным рисом. Соус очень вкусный. И сверху тофу получается таким обжаренным немного с корочкой, а внутри, конечно же, оно сохраняет свою мягкость. Надеюсь, вам понравилось это видео. Лайкайте, подписывайтесь, поделитесь с тем, кому это может быть интересно, и приятного вам аппетита!